Всем привет, это канал Эффект Призм, и сегодня я вам покажу, как легко и быстро добавить вот такой вот чат в ваш ролик. Поехали смотреть! Итак, для того, чтобы добавить чат в ваше видео, чат нужно для начала создать. Конечно, можно попросить кого-то из знакомых для того, чтобы вам написали все, что вам нужно, но есть и онлайн-сервисы, которые позволяют создать чат с нуля. Их достаточно много, я пока что остановился на вот этом, Fake Details. Здесь можно создавать имитацию чата в различных социальных сетях или же мессенджерах. Давайте, я выбрал Android Text Messenger. Здесь есть несколько настроек, например, вы можете переименовать отправителя, указать процент батареи, указать текущее время, скрыть верхнюю часть, скрыть нижнюю часть и так далее. Я думаю, что вы без проблем разберетесь. Для начала скачайте заготовленную изначально картинку по умолчанию, нажав вот на эту кнопку, и потом просто пишите от двух персон, поочередно добавляйте сообщения, и вот так у вас будет формироваться переписка. Когда вы закончите с формированием чата, еще раз нажимайте сюда и качайте вторую картинку. Чуть позже я объясню, для чего нужно качать две. Итак, а теперь давайте переходить во Fusion и добавлять наш чат в видео. Итак, я уже добавил в проект видео, к которому мы будем добавлять чат, и, собственно, две картинки чата, которые я скачал с сайта Fake Details. Итак, давайте добавим видео на таймлайн, уберем звуковую дорожку, она нам не нужна. Если вам нужна, вы можете оставить. И переходим во вкладку Fusion. Теперь из Media Pool давайте сюда перетянем обе наши картинки, которые мы скачали. Давайте их переименуем для удобства. Итак, теперь делаем следующее. К нашей дефолтной картинке, где у нас просто пустой чат, не информативный, мы добавим ноду Merge. И вот эту картинку подключим к желтому входу ноды Merge. Теперь нам нужно к ноде Merge подключить маску, которая будет ограничивать видимость уже вот нашего готового чата. Для этого мы берем ноду Rectangle и подключаем ее во вход маски ноды Merge. И теперь нам нужно Rectangle подстроить так, чтобы у нас он покрывал только лишь область видимости сообщений. Ну вот, примерно так, я думаю, достаточно. Теперь берем ноду там, где картинка с чатом, и тоже добавляем к ней маску Rectangle. Для того, чтобы сверху и снизу обрезать ненужные нам вещи в виде вот нижней части, потому что она у нас уже есть в этой картинке. Итак, давайте подключим Rectangle во вход маски для этой ноды. И давайте ее тут также подстроим. Значение ширины 1 означает, что маска будет ровно на ширину картинки. И если бы здесь была другая картинка, более широкая, то значение 1 все равно означает именно полную ширину нашего контента. Я думаю, так вполне достаточно. И теперь мы подключаем выход ноды чат в зеленый вход ноды Merge. Давайте отобразим ноду Merge в левом вьювере. И мы видим, у нас уже отображается наша переписка. Теперь для того, чтобы добавить возможность пролистывания чата, после ноды чат мы добавим ноду Transform. Для этого нажимаем Shift пробел, вводим в поиске Transform
Вот он, и добавляем. И теперь в ноде Transform, меняя параметр центр по Y, мы можем листать наш чат. И теперь нам лишь остается добавить вот этот чат к нашему видео и заанимировать для того, чтобы создать видимость пролистывания. Давайте возьмем выход ноды Merge и потянем к выходу ноды Media In. У нас создалась еще одна нода Merge. Давайте отобразим ее в правом вьювере. И как мы видим, наша переписка уже добавилась. Давайте ее подвинем вправо. Вот примерно так. Ну и давайте теперь заанимируем движение чата. Для этого давайте пролистаем его в самое начало. Перейдем в первый кадр. Поставим ключевую точку напротив параметра центр в ноде Transform. Перейдем, давайте, например, на 80 кадров. И немножечко чат подвинем. Дальше перейдем, например, на 140 кадр. Поставим ключевую точку. Дальше перейдем, например, в 205 кадр. И подымем еще. Вот так. Теперь давайте откроем Spline Editor для того, чтобы наши движения чата не были такими резкими. Немного смягчим анимацию. Для этого выберем параметр Displacement, который мы как раз таки меняли. Это и было положение центр. Нажмем кнопку Zoom to Fit, чтобы отобразить нашу кривую изменений. Выделяем все точки и нажимаем либо английскую S на клавиатуре, либо кнопку Smooth внизу Spline Editor. Вот так. Теперь наша анимация будет более плавной. Ну что же, а теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну что же, я думаю, это было довольно просто и полезно для вас. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.